Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об аистах. Что мы знаем о них? Ну что это красивая немаленькая птица белого цвета с красным клювом. Живет рядом с человеком и приносит ему время от времени детей. Возможно, это правда. Хотя, говорят, некоторых деток находят в капусте. А наша задача узнать, так ли это. Да и узнать попутно, что это за птица, чем занимается и откуда и куда, а может и кому приносит детей аист. Да и не только. Поехали! Аист – это крупная птица из рода аистов, семейства аистовых. И отряда кого? Правильно, аистообразных. Масса тела составляет от 2 до 5 килограмм. Длина 1 метр. И высота тоже 1 метр. Но аист вам не какой-нибудь квадрат. Это статная высокая птица с тонкими ногами, ходулями и длинным прямым конической формы клювом. Шея длинная, гибкая. В верхней части резко изогнута назад. Голова, как у многих, смотрит вперед, а вот конец клюва направлен вниз. В оперении всех видов аистов в основном присутствуют два цвета – белый и черный. У каждой разновидности соотношение цветов разное. Мощные лапы оперены частично, кожа на них красно-серая, покрыта редким серым пухом. Пальцы на ногах без перепонок. Еще у птицы присутствуют два крыла, расположенных по разные стороны аиста, и размер у них порядочный. Их размах составляет от 1,5 до 2 метров. В полном раскрытии задняя сторона крыльев образует ровную прямую линию. Крылья двигаются с большой амплитудой, что позволяет птице быстро набирать высоту. В полете аисты способны развивать скорость до 50 км в час, а как набрали высоту в полете при восходящих потоках воздуха, планируют. И пока процесс идет, можно и вздремнуть. Во время парения аист переходит в режим отдыха. Кратковременный сон продолжается 15-20 минут. Затем птица входит в стадию бодрствования и увеличивает скорость передвижения. И дальше после раздумий о высоком переходит к своим непосредственным делам. Хвост аистов умеренной длины. Аккуратный, без изысков. Хвост и хвост. Лучше смотрите, какой клюв. Клюв у аиста длинный и тонкий, прямой, зауженный на конце. Птица работает им как пинцетом, захватывая с небольшой глубины водную живность. Аист держит жертву поперек туловища, затем делает резкий взмах головой, подкидывая тушку и заглатывает ее полностью. Но это, дорогие друзья, не все. Тех, кто хоть раз наблюдал за аистом, могли заметить, что аисты стучат клювом. Таким образом, птицы общаются друг с другом. Из-за своеобразного строения голосового аппарата большинство видов аистов лишена способности издавать звуки, подобные другим птицам. Исключение составляет черный аист. Он может подавать звуки, похожие на громкий вдох, тихий свист и шипение. Клацая клювом, птицы предупреждают сородичей об опасности, показывают симпатию, да и много еще чего. Остальные аисты щелкают клювом без каких-либо свистов. Самцы во время любовных игр постоянно щелкают клювом. Во время брачного ритуала самец и самка стучатся клювами в знак симпатии. В общем, у аиста клюв важная вещь в организме. Да еще и цвет клюва красный. Но бывают птицы с серым и черным клювом. От чего это зависит? Как вы заметили, клюв и расцветка у них разная, но в целом они похожи. Так у аистов есть несколько родов. Это аисты, американские клювачи, аисты розини, седлоклювые ябиру, просто ябиру и марабу. И получили мы целое аистовое семейство. А в роду аистов 7 видов. Белый аист, черный аист, белобрюхий аист, белошейный, малайский шерстисто-шейный, черноклювый или дальневосточный аист и родственничек по другую сторону океана американский аист. Черные аисты отличаются тем, что их верхняя часть тела покрыта черными перьями, которые отдают зеленоватым или красноватым отливом. При этом нижняя часть тела практически белая. На груди растут как густые, так и лохматые перья, что создает вид мехового воротничка. У белобрюхого аиста в основном черный окрас оперения. При этом область груди, а также
оперение под крыльями белое. У этой разновидности аистов ноги красного цвета, а клюв характеризуется наличием серых оттенков. Кожа вокруг глаз красная, хотя с наступлением брачного периода этот цвет меняется на синий. У белошейного аиста на голове можно увидеть характерную черную шапочку, а область шеи начинается с затылочной части тела, украшена пушистым оперением белого цвета. Малайский шерстисто-шейный аист имеет основное черно-белое оперение и клюв красного цвета. Лицевая часть головы практически лишена оперения, при этом она окрашена в оранжевые оттенки, а в области глаз хорошо заметно наличие желтоватых кругов. Американские аисты отличаются в основном оперением белого цвета, при этом рулевые перья и вилочкообразный хвост окрашены в черные оттенки. У этой разновидности аистов синий-серый цвет клюва, а в области глаз располагаются оранжево-красные участки кожи, а радужная оболочка глаз чисто белая. Дальневосточные аисты представляют достаточно редких птиц, при этом их внешний вид имеет сходство с белыми аистами. При этом у них черный и более мощный клюв, и лапы еще более краснее. И, наконец, белые аисты характеризуются чисто белым окрасом оперения. Кончики крыльев черного цвета. Когда крылья у птиц сложены, то создается впечатление наличия черных тонов, поэтому и называют эту птицу черногуз. Да что там черногуз? У белого аиста есть еще много названий. Белорусы говорят бусел или буська. Украинцы кажут лелека, а в России его называют стерком. А вы говорите, как вам удобнее, не забывая, что это белый аист. И именно о нем мы продолжим разговор. Белые аисты обитают в тихих густых лиственных лесах, рядом с болотами, озерами, богатые водной живностью. Проживают аисты на высоких деревьях. Эти птицы встречаются в холмистой и горной местности. Все бы ничего, но аист птиц непростой и взял в оборот человека. Как он это сделал, неизвестно. Но это одно из тех животных, к которому человек относится очень благосклонно. Поэтому аисты частенько гнездятся рядом с человеком. Они строят гнезда на лэп, крышах хозяйственных построек. Да и сам человек частенько строит им место для гнезда. Аисты для человека настолько уникальные птицы, что на протяжении многих веков люди сложили массу легенд, мифов, домыслов и примет, которые известны нам по сей день. Так, например, само происхождение аистов в народных легендах связывалось с людьми. В некоторых местах, к примеру, считалось, что в аистах-то некогда был в наказание заклят человек, которому Бог дал мешок с гадами, велев выбросить его в море или сжечь, закопать, оставить на вершине горы. В общем, да, из любопытства человек развязал мешок, и вся нечисть из него расползлась по земле, а Бог, рассердившись, превратил человека в аиста, чтобы тот собрал нечисть. В это время у аиста от стыда покраснели ноги и клюв, которые с тех пор так и остались красными. Да и аисты не против, сказали, значит сделаем. Поэтому вкусовые предпочтения наших пернатых теперь весьма предсказуемы. Они обычно лакомятся червями, лягушками, жабами, червяками покрупнее, а это уже ужики и гадюки, а также крупными кузнечиками и саранчой. В ход идут и мелкие позвоночные, типа мышь, хорек и хомячина. Поймали рыбу, едим рыбу. В общем, довольно-таки неприхотлив. И пока есть что ползает и плавает или шевелится, аист доволен. А вот зиму аисты не любят и обычно курсируют в сторону Индии и Африки на целых 9 месяцев. И по этой причине совершают далекие перелеты. А как только запахнет весной, аисты тут как тут. И что делать в первую очередь по прилет? Правильно, дом. Дома они строят знатные и живут там годами, а потом передают надстроенные многоэтажные замки по наследству своим детям. Например, самое старое гнездо, по свидетельствам очевидцев, служило одной семье аистов на протяжении 4 веков. Каждый год, если аист нашел старое свое поместье, ремонтирует его и достраивает. И в итоге получается приличное сооружение, которое порой весит до нескольких сот килограмм. Воробьи, синицы, скворцы и другие мелкие пассажиры своевольно занимаются самозахватом и с удовольствием селятся внутри такого громадного гнезда. Итак, качественный дом построен. Что же дальше? Думаете, как обычно, аисты-мужчины устроят бои без правил? В этот раз нет, все не так. А из
листихи сами устраивают шоу своим ухажерам. Победительница же таких гимнастических выкрутасов получит настоящий дворец и отца для своих детей. Многие считают аистов моногамными, но это не совсем правда. Если самочка после продолжительного перелета добралась до старого гнезда, то хорошо. А если по каким-то причинам не получилось, то в старый новый замок может вселиться другая принцесса. После новоселья довольная мама откладывает от 1 до 7 яиц и 33 дня, пока высиживает потомство, ест подношение своего пернатого мужа. После вылупления птенцы абсолютно беспомощны. И вот тут-то и начинается самая жестокая аистовая рациональность. Если аист понимает, что корма недостаточно в определенный период или птенец слаб, аист может избавиться от определенного количества деток. Да, дорогие друзья, это Спарта. И паспорт без риска быть выкинутым из окна аистята получают уже в 2 месяца. А заводить и сбрасывать свой собственный выводок они начинают к 3-6 годам. И так на протяжении 20 лет. Да, именно столько в среднем живут эти суровые птицы. Аисты отличаются тем, что у них не так много естественных врагов. Это связано с рядом факторов, таких как размеры птицы, гнездование на высоких деревьях. Да и судя по нраву, они не так просты, как выглядят. Да и то, что аисты селятся рядом с жилищем человека, также играет огромную роль в сохранении этих уникальных птиц. Несмотря на подобные факты, мировые популяции аистов постоянно сокращаются из-за жизнедеятельности человека и глобальных изменений климата, которые приводят к исчезновению природных мест обитания. В Красную книгу уже давно занесли черных аистов в ряде стран. Весьма редкой разновидностью в наше время считается малайский шерстисто-шейный аист. На сегодняшний день им грозит полное исчезновение, поскольку в мире осталось около 500 особей. В Красной книге можно отыскать также и дальневосточных аистов. И вроде бы наш рассказ подходит к концу. Но автор, как же так? Где ответ на главный вопрос, почему аисты приносят детей? Ну что же, есть такая сказка, легенда, а возможно и быль. Раньше, в эпоху поклонения языческим идолам, молодые люди вступали в брак в основном в период летнего солнцестояния. Именно в это время аисты улетали на юг, а возвращались они, как говорилось ранее, ровно через 9 месяцев. И именно тогда, когда у молодоженов на свет рождались первенцы. Это и стало объяснением связи прекрасных птиц с появлением в семье новорожденного. Также детский писатель-сказочник Андерсен подтвердил миф об аистах в своей сказке с подобным названием. Причем более страшненькой, чем первая. В его изложении эти пернатые доставали спящих малышей из водоемов там, где они обычно находят пропитание, и приносили в хорошие и благополучные семьи. На сегодняшний день, конечно, нет нужды придумывать красивые небылицы на неудобный детский вопрос, ведь существует множество вполне невинных способов рассказать любознательному малышу о том, как он появился на свет. Но тем не менее, иногда все равно мы прибегаем к этой красивой легенде о белоснежных птицах. А кому ближе нахождение в капусте, так почему и нет? Так что и по сей день, чтобы привлечь внимание аистов, люди устанавливают на крышах своих домов специальные приспособления, которые облегчали этим птицам сооружать свои гнезда. А в случае, когда птицы покидали гнездо и не возвращались, считалось, что хозяева дома ожидают различные беды и несчастья. Так что, дорогие друзья, желаю вам аиста на крыше, счастья под крышей и мира на земле, как пела одна популярная певица прошлого века. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.